Доброго здоровьячка, хунту и хунтубары. Мы из Украины. Все сложнее понимать происходящее, и все меньше хочется об этом всем говорить. Но у нас есть и успехи, и наоборот. А еще скоро будет новый закон о мобилизации, так что особо булки расслаблять некогда. За тиждень уже перестал быть роликом только выходного дня, потому как совершенно не вкладываюсь я в рамки за поисками и отвозами. Да будет пока так. О новом законе я сегодня не хочу говорить. Не потому, что в чем-то не уверен, а потому что достали до печенок. Потому что Кабмин валит на хоть бы утика, этот в сияющей небритости своей валит на Кабмин, на Залужного, на Раду, на кого угодно, только не на себя любимого. Хотя любой школьник в Украине должен знать и знает, что полная, абсолютная ответственность за решение по части Верховного Главнокомандующего лежит на Верховном Главнокомандующем и только на нем. Все остальные участники процесса только исполнители. Следить за призывом и его качеством, пополнять ресурсы, сдавать приказы и назначать людей для их исполнения – это в нашем случае зона власти Верховного, и только его, по закону. Но кто же его читает, когда можно наполнять паблики видосиками и рекламой подотчетных групп на Фейсбуке, когда можно наполнять интернет комментами от ботов, а эфир марафона – программируемыми с банковой сюжетами? Нет денег на пенсии? Есть отличный выход – не выплачивать пенсии, ссылаясь на Америку, которая не помогает выплачивать пенсии. Оксюморон какой-то. Вместо того, чтобы провести секвестр бюджета и направить денег с ремонтов дорог и покупки барабанов на выплату пенсий, снова обвиняем Америку. Вместо того, чтобы забрать деньги с сериалов и голубых огоньков, выплатить этими деньгами пенсии и на том хотя бы временно закрыть вопрос, да отправить в Америку дипломатов здорового человека, а не тех девочек в кедах, которых отправляют обычно. Мы снова просто обвиняем Америку. Мы не можем и не хотим нормально решать вопросы, пора бы это уже признать на госуровне. У нас на сектор обороны ежедневно выделяется, внимание, 5 миллиардов гривен. Это с учетом помощи и всего-всего-всего, но бойцы при этом просят генераторы и ездят по полям без рэбов и даже без FPV-мониторов, которые стоят всего-то 4500 гривен и помогает сберечь не только машину, но и саму жизнь бойцов. Все приобретается коштом волонтеров, то есть вашим коштом. Все находится и покупается исключительно за ваши донаты. Кстати, раз выруливаю на эту мысль, то снова буду просить у вас донаты. На этот раз масштабно. В связи с переводом наших подшефных на самый ноль Донбасса, им нужны небольшие и тихие генераторы на СП. Один стоит порядком 18 тысяч гривен, всего их нужно 9. Нужны экофлошки, одна стоит 17 тысяч, туда же и тоже 9 штук. Нужен один большой генератор киловатт на 6 со стоимостью пока не определился, но это будет самым дорогим. Нужны еще газовые баллоны, количество пока не поняли точно. Нужны антидроновые рушницы, я нашел просто ошизенные, приборы по 70 тысяч за штуку. Нужны мобильные рэбы на авто, чтобы безопасно подвозить и отвозить с позиций все пасочки и людей. Нужны батарейки на рации, так как запасы кончаются, а тех, что мы брали с зарядкой от Type-C на складах, никогда и в помине не было, и тогда мы брали на подразделение, а сейчас вопрос в батальоне, так что они нужны еще. Нужны FPV-мониторы, нужен цукорок. Кто не в курсе, это такая штука, которая пищит при приближении воздушной цели, предупреждая об опасности. И еще нужны хитрые приборы, которые мониторят воздух и помогают распознавать не только приближение цели, но и ее направление и даже скорость. Речь идет сейчас о нескольких таких приборах. Этим будет пара-тройка людей всего заниматься, там сложности есть. Назвать сейчас точную сумму сбора не могу по двум причинам. Первое. Есть вилки в решениях. Что-то чуть хуже, но дешевле. Что-то лучше, но дороже. Поэтому будем выбирать мы, исходя из суммы донатов, которую сможем собрать на момент закупки. Конечно, хотелось бы взять самое-самое добротное и надежное, но насколько удастся, вопрос открытый, и он к вам. Второе. БАТ обратился в несколько крупных фондов с запросами, и мы надеемся, что какие-то позиции выйдет закрыть с их помощью. Надеемся. Как говорят на Банковой, на МВФ надейся, а шашлыки мариновать все равно самому. Это будет понятно буквально днями, как только получим ответы от фондов. Но в любом случае всем батальон не обеспечат, потому что вышеуказанные 5 миллиардов в день сами себя не попилят, понимать нужно. Чиновник, он ведь тоже организм. Поэтому моя просьба проста, как прилет дрона в располагу. Раз мы не можем сами быть в окопах, нужно помочь нашим хлопцам переехать по максимуму.
Все отчеты, как всегда, будут в плейлисте на канале «Отчеты-донаты». Координаты для сбора донатов всегда указаны в описании к ролику и в первом закрепленном комментарии к ролику. Чтоб все не выглядело печальным и достойным журловых песень, приведу краткую статистику поздравлений с Рождеством и Новым годом от сил обороны Украины. 5 декабря. Су-24М больше не летает. Нету крылышков, нету мороженки. 17 декабря. Дружественные к ЗСУ НЛО повредили на аэродроме Морозовск-2 Су-34. Теперь сквозь него можно вермишельку откидывать. На всякий случай ПВО ВКС РФ вдогонку хлопает собственный Су-25. 22 декабря. За очень короткий промежуток времени россиянцы утратили способность взлетать у 3 Су-34. Нежданчик, не Киев за 3 дня, а 3 Су за 1. Проходит 3 дня, и уже 25 декабря сбито 1 Су-34 и 1 Су-30СМ. 26 декабря в Феодосии успешно прошли учения по подводной рыбалке на большом десантном корабле «Новочеркасск». Все поставленные задачи выполнены успешно. Большая часть команды уверенно изучает подводный мир, остальные отправились сразу на концерт. Сам корабль пополнил черноморскую флору и фауну, бычки и рапаны не пострадали, передают спасибо и просят еще. Вечного полета и плавания, бетонокопатели. Чтобы успешно справиться с испытаниями, выпавшими нам с вами, нужно понимать, а не только расправляться с ними гуртом. Количество вермишелей, просеянное сквозь небритости и футболки, давно достигло своего достаточного количества, но сейчас идет такой вал, что разобраться в нем проблематично даже для людей, в круг обязанностей которых входит разбор тенденций на шлак и полезняк. В свете неспособности решить задачу и с целью забить баки, нам все чаще начали вешать изделия макаронной промышленности в отношении ближайших лет. То у Путина нет планов на 25-й год, то в 26-м Путин все прекратит вдруг, то опять в 25-м наступит заморозка. Когда война закончится, пока не знает никто, даже Путин, который даже не дирижер, а, как обычно, так, чемодан потаскать. Давайте поиграем чуток в легкую шабановщину диванного масштаба. Начнем с формулы Киссинджера, гласящего, что, мол, мировой баланс заключен в треугольнике Москва, Пекин, Вашингтон. Порядок можно менять на собственный вкус. Да, звучит претенциозно и даже, может, абсурдно. Главное, что мировые игроки, внешние, следуют ей. Следующий момент. Западные аналитики вещают, что Китай достигнет паритета со Штатами к 27 году. А дядюшка Си уже предложил Байдену на двоих поделить мир после встречи во Фриско, но приступать к практическим действиям ранее 27-го — это начинать играть со слабой позиции. Пекин явно не будет спешить, а после того, когда уже мир будет снова простым и понятным, Москву ласково, а может и нет, попросят занять свое законное место. У ведра в углу, конечно, все как у них на Москве любят. Сейчас из треугольника исключена одна вершина, которая по самое-самое завязла в маленькой победоносной СВО на 2-3 дня. А окно возможностей у Москвы упирается как раз в начало беседы двух главных. Понятно, что Москва хотела бы стать третьей, но без Украины, как утверждал старина Бжезинский, и во что свято веруют в обдело каменной, полноценной вершины треугольника ей не быть. К слову, еще западные же аналитики авгурят, что на пик мощи своего ВПК Москва может выйти только к 26-27 году. Похоже, уже не успевает. Ведь кроме покорения Киева нужно же еще и контроль обеспечить через лояльность населения. А еще и свои холопы начинают роптать. И с тем могут быть, и обязательно будут, проблемы. И тут возникает вопрос. Кто был наиболее заинтересован, чтобы из треугольника убрать одну из вершин? Иначе, кто втравил Москву в войну? Мотив в войне Москвы понятен: отстоять свою легитимность, сидеть за столом, а не быть блюдом, как прочие. Идеологически показать, что империя жива, восстановить свое идеологически-генеалогическое древо, пусть и краденое чуть более чем целиком. А до начала банкета времени у них не оставалось, чтобы выдумать что-то еще, чтобы успеть к условному 26-му году. Но кто подтолкнул их? Ведь понятно, успешно или нет, но Москва уже не успеет переварить Украину, даже если блицкриг получился. И на торги она пришла бы все равно не в лучшей форме, помятая и лохматая, как ахмедовская при Салкаше. И было ожидаемо, а теперь и Москва не скрывает, что Украиной дело не закончится.
Далее последуют страны Балтии, Польша и Восточная Европа. Иначе говоря, не увязни Москва в Украине, она увязла бы в Балтии и Польше. То есть расчет гарантированного исключения Москвы из треугольника, а значит и торгов, просматривается достаточно четко. То, что Москва сразу настолько увязла в Украине, смешало им карты. Пришлось вводить санкции, которые только подтолкнули Москву в объятия Пекина в роли младшего партнера, чего, как гласит народная молва, как раз и не хотели на Западе. И эти страхи Запада, увы, таки реализовались. Китай не спеша, но без шансов переваривает Московию. Ионизация финансовой системы, переориентация сырьевого экспорта на себя, ключевая роль как поставщика техники, оборудования. Хотя в Кремле еще пытаются держать головку гордо и независимо, но по запаху понятно, что все уже случилось. Кстати, а почему было такое удивительное единодушие как Востока, так и Запада, что Киев простоит всего 2-3 дня, а? Давайте еще вспомним, насколько старательно, как с поддержки Востока, так и Запада, делалось все руками на дорогеньких, Соросят и прочей русскомирной медийной обслуги, чтобы Порошенко не стал президентом второй раз. Совпадение? Не думаю. Понятно, что нас теперь интересует только вопрос «когда?». Когда договорятся? И это будут не Путин и не Зеленский. Не знаю. Как и не знаю, каким именно образом будет приготовлено блюдо Украина, в растягайчике или все же под соусом болоньезе. А может, в собственном соку? К слову, похоже, что и в Европе вдруг поняли, что они сами стали меню, которое могут подавать как блюдами, так и частями, на развес, отчего сразу посыпались решительные высказывания в поддержку Украины и прочие заявки на субъектность. А все перемирия и заморозки будут назначены только, чтобы Москва не смогла выбраться из западни, что у нее почти получилось в Стамбуле. Ну а главным вопросом на банкете для двоих будет: так кто же контролирует российское ядреное блюдо Шрёдингера? Москва или Пекин? Это будет козырным тузом на торгах, хотя вряд ли кто-то имеет достаточное представление о состоянии и возможностях оного. И 2 слова о сделанном у деда за прошедшую неделю, ну, кроме фоток, которые вы сейчас посмотрели. 7 дуйчиков ушло, 5 купили еще, отправим вслед. Отправили еще 3000 мешков для укрепления позиций. 9 буржуек уехало, они пока есть в запасах, и на 2-3 линии их не запрещают использовать, так что работаем и тут. Генератор дизельный уехал на 7 киловатт на 56-ю бригаду. Отремонтировали еще 3 машины. 5 бензопил купили и отправили в разные направления. Отдельно 100 мешков ушло на 59-ю бригаду. К предыдущим станкам еще 3 станка по КТ сделано и отправлено. 5 FPV-шек куплено и отправлено. 8 мониторов наших ушли на 0. Кино с них выкладывал в телеграм-канале, потому что сюда такое нельзя. Нарушение правил и прочее. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля ролика і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.